Привет, друзья! Душещипательный вопрос. Вопрос развода. И с кем оставлять деток? С мамой или с папой? Не всегда так остро стоит вопрос. Иногда бывают папы совсем не хотят брать ответственность. Иногда мамы бросают своих детей. Но такие моменты возникают именно тогда, когда родители в совершенном конфликте и не хотят друг другу уступать. И самое печальное в этом, что дети становятся разменной монетой, инструментом мести. Например, в случае измены. В суде начинается полоскание друг друга всевозможными способами. Все это рано или поздно выливается наружу. И дети получают информацию о своем родителе далеко неприятную. Во-первых, разочарование – это большая травма. Если ребенок раньше видел отца или мать в сияющем ореоле, то есть получал заботу, получал ласку, добро, и потом вдруг оказывается, что мама папу обидела или отец как-то обидел маму, то ситуация складывается в психике ребенка травмирующим образом. Если это маленький ребенок, все проходит более-менее гладко. Если это ребенок уже после 5 лет, то здесь уже личность почти сформирована, и малыш уже понимает, что происходит. На своем уровне, конечно. Здесь юридический вопрос и моральный вопрос. С точки зрения психологии и природы ребенку нужна мама. И если откровенно мама не выполняет свои материнские обязанности, то можно подумать, чтобы ребенок оставался супругом. В случае, если женщина выполняет свои материнские обязанности, а бывший муж забирает ребенка к себе из-за мести, это, конечно, из ряда вон. Суд обычно становится на сторону матери. Причем должна сказать, что в декларации ООН прописано, что малолетних детей нельзя разлучать с мамой. Хотя еще скажу одну деталь. Сам развод не выступает таким травмирующим фактором, как все думают. Ребенку все равно, где живут родители. Ребенку абсолютно все равно, спят ли они вместе или нет. Детям важно ваше присутствие, участие, забота, любовь, звонки. Вам не нужно искать замену папе или маме. Будьте благоразумны. Травма ребенка – это про недостаток общения с папой и с мамой. Это про депривацию заботы и любви. Попробуйте помнить об этом, если вы разошлись.